Друзья, сегодня мы опробуем один способ очищения двигателя на таком, скажем так, поезженном автомобиле и посмотрим, как это повлияет на его динамику. Так что будет интересно. Поехали! У нас как раз есть подопытный Subaru Impreza WRX, который прошел уже около 200 тысяч километров и, скажем так, потерял боевой дух. Посмотрите сами, за какое время он разгоняется до 100 км в час. В первую очередь мы, конечно же, решили сделать диагностику, ведь на панели почему-то горел Джеки Чан. Как выяснилось, был обрыв датчика кислорода, причем в прямом и переносном смысле. Из-за этого блок управления мог уйти в аварийный режим и ограничивать надув турбины. Так что мы решили это проверить с помощью специального манометра, который я вам уже показывал. В общем, подключили его через тройник на впускной коллектор и вытащили в салон, чтобы можно было смотреть показатели на ходу. Но, как ни странно, турбина дула отлично, а точнее давала 1 бар избыточного давления, что соответствует норме. Так что копать нужно было в другом месте, и начали мы с замера компрессии. Кстати, кто там говорил, что на оппозите неудобно менять свечи? Глупости это все. Снимаются они отлично. Главное иметь несколько всяких разных переходничков, головок и супер гибкий вороток. Но еще мало-мало подвижные щупальцы. В итоге компрессия получилась не совсем идеальной. Первый цилиндр 12,2, на втором 11,5, третий 12,5 и четвертый хуже всего 10,2. Понятно, что это далеко не норма. Связано такое не всегда с износом, ну или дефектом мотора. Дело в том, что любые двигатели внутреннего сгорания работают как шламогенераторы. То есть в каких бы хороших условиях они ни находились, все равно на стенках цилиндрах образуется сажа после сгорания топлива, которая откладывается повсюду, в том числе на кольцах, снижая их подвижность, из-за чего уплотнение становится хуже. Таким образом падает мощность, повышается расход топлива, ну и двигатель начинает жрать масло. Допустим, на данном авто мы не нашли каких-то дефектов двигателя. У него вполне хороший хон, клапана в нормальном состоянии, на свечах налет абсолютно одинаковый, видно, что они работали и смесь топлива была правильной. Однако у него все равно идет сильный расход масла, где-то литр на 1000 километров. Это даже по дыму из трубы можно понять. Также отсутствие динамики, как вы уже заметили, то есть разгоняется она почти как Лада Калина. Хотя по паспорту должна ехать 6,2 секунды до сотни. Да и компрессия у нее с сильным разбросом. Так что все указывает на закоксовку колец, вот только как их освободить, не разбирая двигатель, ведь это все-таки оппозит. На обычных моторах, конечно же, можно налить специальную жидкость, и она более-менее там что-то раскоксует. Но в данном случае это вообще не вариант, ведь при всем желании мы заполним только половину цилиндра, остальное вытечет через свечное отверстие. Ну а в худшем случае вытечет все сразу через выпускные клапана, так что жидкостью такой двигатель точно не раскоксовать. Но, к счастью, не так давно появились различные пенные раскоксовки. Они намного эффективнее, поскольку дольше держатся, ну а также взаимодействуют не только на поршень и кольца, но и на всю камеру сгорания, включая клапана. Валеру я уже испытывал, отъедает нагара он достаточно неплохо, так что использовать будем именно его. Сначала мы взяли маленький баллончик, но это как-никак Subaru, и часть пены все равно уходит через клапана, поэтому он закончился уже на 3-м цилиндре. Так что для оппозитов нужен баллон побольше, хотя бы такой. В итоге пена уже через несколько секунд выходила черной, значит эффект есть. На данном двигателе занятие это, скажем так, не самое простое, но зато веселое. Я вообще не вижу, что ты Я понимаешь. тоже не вижу ничего. А, не ставим поменяться, давай. Мне тут что-то как-то неудобно. Вообще жесть. Для того, чтобы пена быстро не испарялась и был эффект бани, мы наживили свечи, оставили двигатель с Валерой на полчаса и периодически шевелили поршни, ну то есть катали машину на скорости чуть вперед, чуть назад, чтобы кольца немного двигались. Сделали раскоксовку в 2 этапа и потом покрутили двигатель без свечей, чтобы выгнать все остатки. В итоге после раскоксовки клапана и поршни стали у нас намного чище, в том числе видим, как выходит шлам из зазора стыка поршня с цилиндром.
так что эффект должен быть положительным. И раскоксовка это, конечно, хорошо, но вот насколько глубоко она проникает, вот в чем вопрос. Ладно, клапана, поршень, верхнее компрессионное кольцо, ну а дальше-то что? Ну, дойдет, может быть, до второго, ну а маслосъемное кольцо точно останется в коксе, поэтому необходимо мыть еще снизу, ну то есть добавлять промывку в старое масло перед его заменой, что, собственно, мы и сделали. Залили опять же Валеру, ну потому что он хорошо смешивается с маслом, и это значит, что он потом полностью сольется. Да и моет тоже просто бомбически. Я его уже испытывал, и посмотрите сами, какой эффект. Можете даже повторить подобный эксперимент, очень удивитесь. Главное, перчатки не забудьте надеть. Это все-таки химия, но оно того стоит. Ну а далее выбрали несколько БУ свечей, чтобы их на время закрутить и запустить мотор для выжигания поднятого нагара и остатков химии. Сразу говорю, дело дымное, и в гараже такое лучше не промышлять. Ну либо выводить куда-то выхлоп. Собственно, мы тоже решили надеть на глушитель вот такую вот анаконду. Однако, как выяснилось, глушитель немного шире, чем она. Хотя это не проблема. Не пугайтесь, что дыма поначалу будет как на паровозе. После первой поездки уже все пройдет. В общем, двигатель у нас с промывкой поработал около 30 минут. И периодически мы повышали обороты, чтобы эффект был лучше. Ну что, приятного отдыха, дядя Слава. Ну а после слили масло, которое стало супер черным, почти как на дизеле. Это и есть заслуга промывки. Ну а также мы заменили фильтр и залили новое масло. Собственник захотел полимериум 5В50. Заодно потом проверим его отработку. После всех этих действий мы опять замерили компрессию. И смотрите сами, что получилось. Ну а точнее, во всех цилиндрах стало 13 атмосфер, то есть практически как на новом двигателе. Это говорит о важности периодической промывки. Оказывается, в первую очередь проблемы возникают от закоксовки и только потом от износа. Сейчас выгоняем коня из гаража и снова попробуем стартануть. Проваливай. Сейчас будет. 7.22 опять. Поехали в гараж. Как видите, путем простейшей промывки удалось значительно поднять характеристики двигателя. Машина даже дымить почти перестала, что уже отличное достижение. Ну что, 7.2 едем уже хорошо. Осталось решить проблему чека. Что, как всегда? Нифига его даже не видел. О, хорошо. Ну все, можно ездить и радоваться. До заводских показателей по динамике мы, конечно же, не дошли, потому что у машины пробег не маленький, да и есть определенные проблемы с электрикой, которые собственник пока устранять не хочет, поскольку датчик кислорода на эту модель стоит около 150 баксов, так что пускай ездит с изолентой. Ну а мы продолжим наблюдать за этим чудо-конем, ну и за его собственником. Если вам интересны подобные темы с оживлением автомобилей, то ставьте палец вверх. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Ну а с вами был Денис Механик, спасибо за внимание и пока.